Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать о нашем втором закрытом канале на Бусти. Для тех, кто не знает, слева сейчас появится QR-код, по которому вы сможете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Для тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал. Вы можете подписаться, написав мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Телеграм-канал содержит все те же самые видео, что и на Бусти, и стоит также 299 рублей в месяц. А я тем временем хочу поблагодарить всех тех подписчиков, кто уже с нами на закрытом канале Бусти с прошлого года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена, ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для тех, кто хочет заказать личный расклад, консультацию, обряд или обрядовую свечу, которую мы делаем из натурального воска своими руками, также можете написать мне в личку. Для всех тех, кто хочет обучаться картам Таро, кто не знает, с чего начать, с каких азов начать, любая абсолютно колода, которая вам интересна, оракул, Таро, колода, вы можете написать мне также в личку. Напоминаю, что личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Друзья, у меня есть как индивидуальные курсы, так и 2 готовых курса. Это курс «Триумф Луны» и курс «Безумной Луны» одного и того же автора Патрика Валенса. Вы также можете поставить лайк после 30 секунды для этого видео, если оно вам действительно понравилось. Жмите на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе событий на канале Энергия Таро. А сегодня с нами карты Таро черной воды. Здравствуйте, карты. Поговорим мы с вами сегодня на интересную тему по поводу ареста Павла Дурова в Париже, который произошел 24 августа 2024 года. Под кодом 68 снова гематрия дает нам некоторые подсказки о том, что произошло в действительности. 24 это 6 и 2024 это 8. 68 код войны, код уничтожения. Был ли Дуров на самом деле в Париже в этот день? Цель этого ареста, а вернее показуха и шумиха, которая случилась вокруг этого ареста. Как связаны арест и цифровизация в мире, и кто такой на самом деле Павел Дуров? Много вопросов у нас будет сегодня, друзья. Постараюсь ответить на некоторые из них. И первый вопрос будет звучать так. Кто такой Павел Дуров? Реальный ли человек, которого действительно зовут Павел, фамилия его Дуров, и все, что он делает, о чем нам рассказывают и показывают, это чистая правда. Либо же фамилия и имя этого человека изменены, и он играет определенную роль в планах мировой элиты. Давайте узнаем. Карты, скажите нам, пожалуйста, кто такой на самом деле Павел Дуров? Это реальный человек, которого действительно зовут Павел, фамилия его Дуров, и все, что он делает, о чем нам рассказывают, это чистая правда. Или же имя и фамилия Павла Дурова изменены, и он играет определенную роль в планах мировой элиты. Кто такой на самом деле Павел Дуров? Павел Дуров всего лишь паж. А паж жезлов, и вообще жезлы в любой колоде карт Таро, это стремление обуздать что-то, стремление прийти к чему-то, поставить себе цель и, не видя препятствий, достигнуть этой цели. Но паж это маленькая фигура, подчиняется системе, подчиняется кому-то, кому мы сейчас с вами узнаем. Итак, кто такой на самом деле Павел Дуров? Имя, фамилия изменены ли его, мы сейчас узнаем с вами, кому он подчиняется. Потому что паж это идейный вдохновитель, или паж это чистый человек, которого все встречают с ликованием, с воодушевлением, которого все любят. Паж это практически ребенок, но еще не ребенок, уже не подросток. То есть я понимаю, что ему 40 лет, да, дело тут не в возрасте. Паж это как мессия, можно сказать, да, это новый человек, это избранный Богом человек, поцелованный Богом. Паж совершенно голый здесь, да, практически голый, на нем только мантия накинутая на плечи, и это говорит о том, что он не стесняется абсолютно своего тела, в нем нет никакого стыда, наготы он своей абсолютно не стыдится, он готов открыться этому миру, открыться людям. Здесь паж выражение мессия. Хорошо, кто такой на самом деле Павел Дуров? Реальный ли человек, которого действительно зовут Павел, фамилия его Дуров, и все, что он делает, о чем нам рассказывают, это чистая правда, или же фамилия, имя данного актера, человека изменено. Десятка пентаклей. Человек, паж жезлов, должен перейти во что-то новое, что-то получить. Заполучить либо власть, либо деньги, либо какие-то еще ресурсы. Десятка второй это всегда переход во что-то новое, открытие чего-то нового. А паж это сам по себе идейный вдохновитель, который открывает для себя какие-то новые горизонты, какое-то новое пространство, друзья. Я пока не вижу ни одного старшего аркана, который говорил бы мне о том, что человек под именем Павел Дуров действительно является именно этим человеком. Итак, кем на самом деле является Павел Дуров? Реальный ли человек? И действительно ли его так зовут?
Семерка пентаклей. Нет лица, без лица. Без лица для того, чтобы получать ресурсы. Ему важны какие-то определенные блага, какие-то определенные ресурсы. Человек, который получает определенную денежку или получает определенный комфорт или дискомфорт. Тем не менее, его лица, настоящего лица и имени мы не видим с вами. То, что скрыто от нас, скрыто под маской, скрыто за ширмой, и нам никогда, возможно, не расскажут, кто он такой. Можно только догадываться. Кто такой на самом деле Павел Дуров? Рыцарь пентаклей. Тот, кто привнесет что-то новое в эту жизнь, тот, кто что-то даст этому миру. Но то, что он даст, не факт, что это будет то, что необходимо, понимаете, человечеству. Кто такой на самом деле Павел Дуров? Изменены ли его имя, фамилия? И является ли он актером, который играет под дудку мировой элиты? Является ли Павел Дуров актером, который играет под дудку мировой элиты? Однозначно является масоном. Я думаю, что да, потому что глаз по девятке жезлов у человека у нас прикрыт. Девятка жезлов получила в глаз, как это бывает у масонов, да, или закрытый глаз, что говорит о тех, кто причастен как раз-таки, да, к масонским сообществам. Жезлы я не могу пока двигаться, я стою на месте, но мне нужна эта стагнация для того, чтобы продвинуться вперед. Стагнация, я имею в виду арест. Арест — это всегда стагнация, мы стоим на месте, но этот арест мне необходим для того, чтобы продвинуться вперед и что-то дать людям. Шестерка жезлов, карта победителя, карта мессии, хочется сказать, да, карта человека на коне, который придет к нам и спасет нас от чего-то. Ну, по крайней мере, мы будем так думать, тем не менее, это далеко не так. Вы потом поймете в моем раскладе, о чем я говорю. Является ли Павел Дуров на самом деле тем человеком, за которого его выдают? Нет, здесь ни одного старшего аркана. Он не является личностью, которая может принимать какие-то самостоятельные решения, понимаете, друзья? Нет его на древе Сефирота, где есть все старшие арканы. Древо Сефирот — это каббалистическое древо, где 22 старших аркана, и если человек является личностью, у него есть своя идентичность, принадлежность к чему-то, и он имеет право высказываться так, как он считает нужным, то, соответственно, на него выпадает старший аркан. Здесь нет ни одного старшего аркана, он является пажом. Вышло два человека и рыцарем пентаклей. Паж, который должен превратиться в рыцаря и что-то дать и показать людям. Сейчас у него период стагнации, когда его арестовали, сейчас отпустили, правда, под залог якобы 5 миллионов евро, но тем не менее он должен перейти во что-то новое. Лица настоящего мы его не видим, никогда, вполне возможно, не увидим, как и имени и фамилию. Он подчиняется кому-то, вполне возможно, что подчиняется системе. И по шестерке жезлов он должен выйти из всей этой ситуации, которая сложилась сейчас, победителем, для того, чтобы предстать перед народом в самом лучшем свете. Народ будет его любить, но хорошо ли это для народа, мы узнаем об этом чуть позже в данном раскладе. Я надеюсь, что вы поняли, о чем речь. Если кто не понял, то смотрите далее. Следующий вопрос, друзья мои. Задавали такой вопрос, я его должна озвучить, это задавали мои подписчики. Является ли Павел Дуров человеком или он является запрограммированным роботом системы? Является ли Павел Дуров настоящим человеком, да или нет? Или же Павел Дуров является запрограммированным роботом системы? Является ли Павел Дуров запрограммированным роботом системы? Два младших аркана вышло. Давайте дополним. Является ли Павел Дуров человеком? Является ли запрограммированным роботом системы? Интересно. Друзья мои, смотрите, здесь ни то, ни другое. Человек, да, в любом случае, да, он является человеком настоящим, с кровью и плотью, с такой же кровью и плотью, с которой мы с вами состоим. Но, тем не менее, я почему хотела дополнить эту карту, потому что туз жезлов — это карта декларации. Или что-то написали, или как-то переделали рукой, понимаете? Рукотворное событие, рукотворная ситуация, или сделанный своими руками человек, биоробот, называйте как хотите, силой, с помощью силы. То есть, когда из этого человека, из Павла Дурова, делали биоробота, с помощью чего? С помощью такой программы, как МК Ультра, очень нам известной. Итак, карта сила говорит о том, что силой, давлея на него, делали из него получеловека, полуробота. Он является человеком, настоящим из крови и плоти. Но, тем не менее, девятка кубков, мысли его заторможены. В каком плане? У нас у всех есть чувства, у нас у всех есть эмоции, мы эмпаты, практически все. Давайте так, мы в любом случае что-то ощущаем, что-то дочувствуем, кроме людей, которые имеют определенные психологические расстройства, да, кроме тех людей, которые ничего не чувствуют по отношению к другим людям. Так вот, данный персонаж, я имею в виду Павла Дурова, сейчас ничего не ощущает к другим людям, потому что его запрограммировали на это. Карта нулевого старшего аркана Дурак у меня выходила в шот-видео на Павла Дурова, когда я спрашивала, действительно ли его задержали, действительно ли его арестовали. Нулевой старший аркан Дурак — это 0.
это альфа, его как бы нет и он есть, понимаете? Это цифровизация, цифровое мышление. 0 – это демиург, компьютер, который создал этот мир. Давайте так говорить, да, называть вещи своими именами. И 0 – это в голове ничего нет по отношению к другим людям. Я как компьютер, я как робот, запрограммированы на определенное действие силой, с помощью какой-то определенной программы, рукотворно сделанной, рукотворно созданной. Человеком он является, однако точно так же, как во многих спецслужбах людей программируют на определенные задачи, с помощью какой-то программы точно так же запрограммировали и Павла. Я надеюсь, что вы поняли, о чем речь. Следующий вопрос. Действительно ли Павел Дуров обладает навыками программирования? Является ли он создателем Telegram, соцсетей в ВКонтакте? Действительно ли Павел Дуров обладает навыками программирования? Заложенная в него информация определенным образом, то есть не сам он от рождения, не сам он такой талантливый человек, который обладает навыками программирования, он действительно обладает какими-то определенными тайнами. Карта Иерофанта, 2 ключа, мы сегодня, кстати, про карту Иерофанта поговорим, еще и про 2 ключа, которые он посылал руководителю ФСБ. Карта Луна, карта гипноза, запрограммированный гипнозом с помощью гипноза на определенные действия или опять-таки с помощью определенной программы МК Ультра для того, чтобы владеть ситуацией или для того, чтобы владеть какими-то определенными навыками. Рыцарь мечей говорит о холодном оружии, это разум, это наши действия, разумные действия, именно в плане мечевой масти. 6 мечей вынужден подчиниться правилам, хотя мне очень нелегко, и вынужден выучить какие-то определенные правила или вынужден выучиться на каких-то определенных курсах для того, чтобы иметь какие-то определенные навыки. Карта башня не всегда говорит про крах, карта башни еще у нас может говорить про то, что всадили что-то в голову. Была такая цель, рыцарь жезлов – это цель посадить в голову зачатки каких-то определенных знаний. Павлу, понимаете, да, опять-таки мы опять говорим про МК Ультра, про определенную программу. Что-то засадили в голову. Башня начинает рушиться именно с головы. В голову был посажен какой-то тайник, какой-то секрет, какие-то тайные знания с помощью гипноза или с помощью какой-то определенной программы. Была такая цель. Да, он действительно обладает определенными навыками программирования. Карта рыцаря мечей об этом говорит. Есть холодный разум, холодное сердце, не эмпат абсолютно. И он вынужден был подчиниться этой системе. Почему уж он вынужден, да, мы посмотрим дальше. Действительно обладает ли навыками программирования? Да, действительно, но не от таланта своего, не от рождения, не от того, что он так замечательно учился, потому что ему это нужно, было необходимо, и в него эти знания вложили. Друзья, следующий вопрос. Давайте все-таки разделим эти 2 вопроса. Мы ответили на вопрос, действительно ли Павел Дуров обладает навыками программирования, является ли он создателем Telegram и соцсети ВКонтакте. Да или нет? Является ли Павел Дуров создателем Telegram? Ну, конечно, сам Павел Дуров не создатель Telegram-канала, им кто-то управляет или управлял в момент того, когда он создавал данный Telegram-канал, да? Тем не менее, да, руку он к этому приложил. Мы сейчас только что с вами увидели то, что в него вложили определенные знания, которыми он с детства, от рождения от своего и от своего таланта не обладал. То есть даже обучившись где-то в нескольких вузах, вполне возможно, он не стал бы таким просветленным человеком, таким суперумным человеком, да, гиперумным человеком, потому что в него вложили просто эту информацию, очень похоже на темный договор, да, очень похоже на масонство. Мы про масонство чуть позже поговорим еще. Действительно ли он создатель Telegram, соцсети ВКонтакте? Да, он приложил к этому руку, но тем не менее кто-то больший, нечто большее есть наверху, демиург, называйте его как хотите, да, система глобалистов, мировая элита, которая все-таки создала эту сеть, иначе бы она так не разрослась, если бы это сделал обычный человек. Действительно ли Николай Дуров является братом Павла Дурова? Давайте немножко про это поговорим. Действительно ли Николай Дуров является родным братом Павла Дурова? Да или нет? 7 мечей, карта обмана, карта хитрости, лжи, карта того, что от народа опять что-то скрывают, да, и не того человека абсолютно представляют как брата Павла Дурова. Либо вообще эти люди не знакомы, либо просто эти люди очень похожи друг на друга и просто их представляют как братьев, да, друзья мои. Является ли Николай Дуров братом Николая Дурова, королева кубков? Женщина выходит у нас здесь, король жезлов. Давайте посмотрим дальше.
вы знаете, от кого-то отвернулись. От кого-то отвернулись мать и отец. Или человек, который вырос без матери и без отца. Я сейчас про Николая Дурова, да, говорю. То есть человек, который не видел свою родную мать и отца, предали мать и отец. Четверка кубков дают свою любовь и ласку. Другие люди дают свою любовь и ласку, он ее не принимает. Карта колесницы его как будто забрали. Как, знаете, как забрать из детдома мальчика, забрать из детдома человека. Вот здесь так интересно. Обман. Первая карта сразу обман. Карта колесницы забрать откуда-то, из какого-то помещения или просто приехать за человеком. Королева кубков, король жезлов. Новые мама и папа. Или старые мама и папа предали. Карта тройка мечей. Четверка кубков. Даем новую любовь. Он эту новую любовь не принимает. Потому что он знает, что он не родной, или потому что он понимает, что происходит. Здесь какая-то непростая ситуация. На самом деле они не являются братьями по крови. Я хочу сказать, что здесь совершенно другая кровь течет в жилах Павла Дурова. Совершенно другая кровь течет в жилах Николая Дурова. Либо Николая Дурова сейчас призывают молчать, что-то ему предлагают, он на это не соглашается. Либо он просто боится и поэтому ничего не рассказывает. Не рассказывает того, что он знает. Поэтому вполне возможно на Николая Дурова, как нам говорили, ведется сейчас охота спецслужбами. Ну и давайте посмотрим, является ли Николай Дуров создателем Telegram и соцсети ВКонтакте. Говорили же о том, что они два брата и создали эти социальные сети вместе. Является ли Николай Дуров создателем соцсети ВКонтакте, да, или нет? Десятка кубков, карта 20-го старшего аркана Страшный суд, карта рыцаря кубков. Интересно, друзья мои, рассказывать. Вообще здесь есть очень такое большое ощущение, что необходимо было вот два человека, да, чтобы было два брата. Масоны вообще очень любят эту тему. Два брата, два близнеца, просто два кровных брата или две сестры, да. 20-й старший аркан Страшный суд – место удержания человека, да. Место удержания человека, из которого человек уходит. Восьмерка кубков. Уходит с каким-то сожалением, с какими-то ожиданиями. Снова выпадает король жезлов и снова выпадает королева кубков. Это женщина и мужчина знатного происхождения. Мужчина и женщина – это союз, семья, десятка кубков. И по девятке пентаклей, мимикрируя под человека, под Николая Дурова, да, то есть подстраиваясь под Николая Дурова, данная семья берет его из какого-то помещения, где его удерживают. Скорее всего, как я уже сказала, это детский дом. Человек не является настоящим братом Павла Дурова. Они его забирают оттуда. Павел Дуров, скорее всего, их родной сын. Ну, мы выясним это, узнаем про родителей Павла Дурова еще, да, рыцарь кубков, чтобы была якобы родная кровь, да, но якобы родная кровь, семерка мечей, здесь замена родной крови, то есть должно было быть два брата, два якобы создателя телеграм-канала и соцсети ВКонтакте, для того, чтобы масонская вот эта декларация, она была исполнена, была приведена в действие, понимаете, да, должно было быть именно два брата. На самом деле нет такого, что Николай Дуров и Павел Дуров самостоятельно создавали ВКонтакте и телеграм-канал. Есть кто-то свыше, есть кто-то сверху, кто это все уже создал. Некий демиург, как я вам говорила уже, да, кому подчиняются масоны. Тем не менее, ни Николай Дуров, ни Павел Дуров особой руки к этому не приложили, хотя Павел Дуров является хорошим менеджером именно телеграм и ВКонтакте, то есть торгует своим телом и лицом, можно сказать, да. Тем не менее, его поставили просто как рекламу своего продукта. И здесь мы видим то, что все-таки создателем является некое нечто, которое продвинуло данные соцсети, иначе бы, как я уже выразилась, они бы не продвинулись. Здесь что-то не так с кровью, они не родные, здесь просто должны были быть родные братья. И не является ни первый, ни второй, именно создателем. Приложили руку, да, Николай, причем в меньшей степени, нежели Павел, я почему-то думала наоборот, до этого расклада, но тем не менее здесь есть сама цель, чтобы было два брата. Для чего-то это нужно. Декларировать именно это в общество, понимаете, да, о чем речь? Друзья мои, следующий вопрос. Есть слух о том, что отец Павла Дурова является представителем Ватикана и масоном высокой степени посвящения. Так ли это? Так ли это на самом деле? Действительно ли отец является представителем Ватикана и масоном высокой степени посвящения? Да. Карта отшельника. Карта отшельника 9-го старшего аркана всегда указывает на то, что человек прошел 33-ю ступень посвящения масонства. Карта сила. Были какие-то страдания, пересилил что-то, через какие-то страдания, через какую-то боль прошел этот путь.
Тройка кубков, начиналось все прекрасно, весело, замечательно. Тройка кубков говорит о содружестве, об общении, о том, что люди встречаются, общаются, посвящают друг другу в какие-то определенные тайны, я имею в виду масонское сообщество. Десятка мечей, что-то нужно было выполнить, исполнить такое, от чего дрогнула его рука, то есть ему было тяжело это делать. Десятка мечей – это посвящение, переход во что-то новое, физическая сила, применение физической силы. Карта «Отшельник» говорит о высоком посвящении, о мудрости, о заложенных знаниях определенных, которые он не должен никого посвящать. 9-й старший аркан «Отшельник» – посвящение в 33-ю ступень масонства. Карта королевы Пентаклей – получение каких-то знаний от женщины. Либо женщина посвящала, либо женщина присутствовала, та, которая дает какие-то определенные знания, или та, которая дает какую-то определенную реликвию или ключ. И тройка жезлов – это смотреть на плоды своего труда. Действительно ли отец Павла Дурова является представителем Ватикана и масоном высокой степени, посвященным человеком? Да, действительно, друзья мои. 9-й старший аркан «Отшельник» и сила на это указывает. Но сила больше указывает на то, что было применено какое-то физическое насилие над отцом Павла Дурова в прямом смысле этого слова, друзья, потому что посвящение просто так не проходит у масонов. Это было очень тяжело и непросто для отца, хотя начиналось все очень мило и прекрасно, да, ему все нравилось, какая-то определенная община, но тем не менее с каждым разом, с каждой ступенью, когда ты поднимаешься по иерархии, тебе все сложнее и сложнее преодолевать этот путь. Тем не менее он его прошел и получил какую-то заветную реликвию от женщины, и теперь смотрит на плоды своего труда, возвышается над плодами своего труда, они растут и они значимы в этом мире. Точно так же, как и отец Павла Дурова. Я не знаю, он сейчас здравствует, не здравствует. Я, кстати, не смотрела совершенно про его родителей, про его семью, но тем не менее он, посвятив себя в эту высокую ступень масонства, передал эстафету сыну, вполне возможно. Да? Мы сейчас об этом узнаем. Хорошо, связаны ли каким-то образом родители Павла Дурова со спецслужбами? Был еще такой вопрос. Связаны ли каким-либо образом родители Павла Дурова со спецслужбами? Органы правопорядка. Здесь больше подчинение спецслужбам, да? Подчинение спецслужбам, работа со спецслужбами, подстраивание друг под друга спецслужб и, соответственно, общины масонов, в которых состоят как раз родители, да, данного молодого человека, я имею в виду Павла Дурова. Павел Дуров у нас указан под картой Паш жезлов, рыцарь жезлов, стремление друг к другу, подстраивание друг под друга. Павел должен подстраиваться под спецслужбы и работать со спецслужбами. То есть понимаете, да, что Павел работает изначально со спецслужбами, потому что его родители состоят в масонской ложе. И те, кто состоит в масонской ложе, должен соблюдать некие правила общения с органами правопорядка и ни в коем случае с ними не вступать в конфликт. Карта дурака, опять-таки карта нулевого старшего аркана, говорит о цифре, о человеке, который есть и его не существует, о запрограммированном человеке или программе на то, чтобы хорошо общаться и взаимодействовать со структурами, со спецслужбами, понимаете, да? То есть, отвечая на вопрос, связаны ли каким-то образом родители Дурова со спецслужбами, связаны хорошими взаимоотношениями. 11-й старший аркан, как раз-таки справедливость, говорит о органах правопорядка, которые как раз-таки прекрасно сотрудничают с масонами, то есть с родителями Павла Дурова. Друзья, давайте узнаем теперь, по поводу того, что действительно ли Павел Дуров не желает сотрудничать со спецслужбами в пользу сохранности, конфиденциальности пользователей Телеграма. Я думаю, что мы не будем узнавать, хотя давайте узнаем все-таки, да. Действительно ли Павел Дуров не желает сотрудничать со спецслужбами в пользу сохранности, конфиденциальности пользователей Telegram. Правда это или неправда? Десятка мечей, он вынужден, силой заставим, да, в любом случае. Он вынужден, он подчиняется системе, друзья мои. Не как королева Пентаклей, там, кстати, какая-то женщина у них главная. Королева Пентаклей, которая выдает некую реликвию или выдает ключи для того, чтобы человек вступил на определенную ступень масонства. Королева Пентаклей здесь говорит не только о человеке, о самой женщине. Королева Пентаклей здесь говорит о повышении в иерархии определенными структурами. Почему повышение? Десятка, переход в новое, повышение иерархии силой. Заставим силой. Какой-то физический контакт, да, физическое насилие применяется в отношении любого масона, который проходит на определенную ступень высшей категории. Хорошо. Действительно ли Павел Дуров не желает сотрудничать со спецслужбами? Да или нет? Правда ли это или нет? Нет, конечно, он всего лишь Паш Пентаклей, и какую информацию с него захотят вытащить, такую из него вытащат самостоятельно, потому что они владеют полностью его разумом, его мозгом, мозг запрограммирован на определенные какие-то передачи информации и на определенные действия, друзья.
Следующий вопрос. Является ли Telegram разработкой спецслужб? Является ли Telegram изначально разработкой спецслужб, да или нет? Является Telegram разработкой тех людей, кто выше стоит, выше спецслужб. Да? Карта Солнца – это просвещенные люди, просветленные, просвещенные, те люди, которых мы не видим часто. Карта Солнца говорит о людях, в частности, о мужчинах, потому что Солнце – выражение мужчины, Луна – выражение женщины, а те, которые состоят в определенном обществе и чему-то постоянно обучаются. Карта Рыцаря Пентаклей – подарить эту идею кому-то. То есть они отдают эту идею в руки Павла Дурова или в руки спецслужб, и все теперь муссируют в информационном поле о том, что якобы это создано либо спецслужбами, я имею в виду телеграм-канал, либо Павлом Дуровым и его братом. На самом деле это не так. Люди, которые стоят на ступень выше, гораздо выше Павла, гораздо выше спецслужб, они, собственно говоря, являются создателями данного сообщества. Хорошо, тогда такой вопрос. Имеют ли возможность, имеют ли право зарубежные или российские спецслужбы, или имеют ли доступ зарубежные российские спецслужбы к данным пользователей Telegram? Имеют ли? Рыцарь мечей? Да, имеют. В основном это как раз-таки относится к спецслужбам, к ФСБ, к людям правопорядка и закона, если их можно так назвать, конечно. Рыцарь мечей говорит о людях из власти, из верхушки власти, о полицейских, о ФСБшниках, о спецслужбах и так далее. Имеют ли доступ российские и зарубежные спецслужбы к пользователям, которые находятся в телеграм-канале? То есть имеют ли они доступ просматривать переписки пользователей телеграм-канала, да или нет? Ну, конечно, да. Туз кубков имеют. Кубки – выражение чувств, выражение эмоций, выражение того, что в жилах человека, не зря у нас показана рука с ведом, течет совершенно другая кровь. Кубок – это олицетворение жидкости, олицетворение крови. На рыцаре мечей тоже показана кровь, мы совсем другой крови, совсем другой плоти и относим себя к совершенно другой структуре человечества. И мы имеем право на все. Здесь положительные две карты, друзья мои. Ну, теперь про кровь как раз поговорим. Кровь Павла Дурова только уже, да, и про его родословную. Течет ли в жилах Павла Дурова еврейская кровь? Является ли Павел Дуров евреем, да или нет? По матери смешение кровей, несколько кровей, карта умеренности, переливание крови, смешение кровей. Карта умеренности говорит о медицине, или вполне возможно переливали кровь какую-то чью-то для того, чтобы что-то, да, понимаете. Пятерка пентаклей, карта нищего духом человека, или карта человека, не имеющего чего-то. Вполне возможно, что человек, я имею в виду Павел Дуров, не имел каких-то определенных особенностей или способностей, как я уже сказала ранее, да, и кровь, какая-то кровь вливалась специально, здесь было какое-то переливание крови или обряд переливания крови от женщины к мужчине, то есть от женщины к Павлу Дурову. А здесь еще королева мечей говорит о том, что меч – это уколы, да, или переливание, что-то острое, и королева мечей еще говорит о женщине из структур или женщине, которая знакома с людьми из структур, и о женщине, от которой ему досталась эта кровь, то есть еврейского происхождения, но что-то еще ему переливали в вену. Или переливают до сих пор, друзья, вот здесь вот об этом речь. Имеет ли он в своих жилах еврейскую кровь? Да. Является ли он евреем-левитом? Является ли Павел Дуров евреем-левитом? К чему этот вопрос, вы узнаете чуть позже, друзья. Является ли Павел Дуров евреем-левитом? Да или нет? Ну, конечно, да, ниспосланный Богом, или как сам Господь Бог, или левит – кровь Иисуса Христа, родословной Иисуса Христа. Вы потом поймете, о чем я говорю. Друзья мои, 20-й старший аркан суд, страшный суд, говорит о неспосланном человеке на эту землю, о Павле Дурове, который должен изменить полностью все то, что сейчас происходит у нас в нашей человеческой матрице, в этой структуре. Но к добру это или к худу мы узнаем чуть позже. Вообще все громкие события, связанные с Павлом Дуровым, имеют параллель с библейскими сюжетами. Например, одна из них – это передача 2 ключей руководителю ФСБ. Ключи от рая Господь передал Петру, а не Павлу, но именно Павел здесь выступает в роли Господа и передает ключи грешникам. Кстати, 2 ключа, помните, мы говорили про карту Иерофанта в самом начале, часто встречаются как раз-таки на карте Иерофанта. 2 ключа, которые обозначают X, обозначают содружество или обозначают секрет, никому ничего не говорить, или отпущение грехов для грешников. Ведут ли Дурова масоны по заранее спланированному плану? Давайте узнаем. Если все его события так или иначе приурочивают к библейским событиям и к чему-то его готовят. Ведут ли масоны Павла Дурова по заранее спланированному сценарию? Их ли это рук дело?
опять королева Пентаклей, да, выходит опять либо женщина, не являющаяся женщиной, да, просто как демиург, матрица, робот в виде женщины, который передает какой-то реквизит, какую-то реликвию в руки человеку, посвященному на определенную ступень. Всегда выходит эта женщина. Еще королева Пентаклей, как я вам уже говорила, обозначение не самого человека, не самой женщины, а человека, который владеет какими-то определенными знаниями, либо какой-то определенной целью для того, чтобы выступить перед народом, либо какой-то определенной властью, да, то есть это что-то, что человек держит в руках и наслаждается этой властью, упивается ей. То есть Пентакль — это зачаточное состояние, человека потом преобразует в нечто большее. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь. Итак, ведут ли Павла Дурова масоны по заранее спланированному сценарию? И все, что происходит с Дуровым, это их рук дело, да или нет? Подстраивание под общество, как люди хотят видеть Павла Дурова сейчас, да, или как они хотели бы видеть мессию, человека, который придет и спасет всех, так они сейчас его и видят, да, те, кто поражены Павлом Дуровым, его знаниями, кто его обожают и восхищаются им, то знаете, что девятка Пентаклей — это карта мимикрии, карта остановки своих собственных мыслей и разума и подстраивания под народ, как народ хочет видеть Павла Дурова, так он сейчас его увидит. А карта рыцаря мечей — это карта действий. Ведут ли его масоны, ведут ли Павла Дурова масоны по заранее спланированному сценарию, да или нет? Ну, конечно, да, карта мир, карта заложника, человека талантливого, безусловно, но не обладающего талантом с детства, как я уже сказала, да, заложенного в его голову изначально кем-то, и его кто-то охраняет. Бог, Господь, и его охраняют 4 агнца Божьего, да, или 4 зверя. Помните, да, я говорила об этом в моем раскладе про Буратино. Тоже очень интересно, посмотрите. Сейчас я подробнее на этом останавливаться не буду. Четверка жезлов — то, что начнет строить новый бог или новый мессия в виде Павла Дурова. Действительно, ведут ли его масоны? Ну, конечно, да. Причем масоны достаточно высокого ранга, высокого уровня, которые его охраняют, и которые ни за что не дадут его в обиду, да, какая тюрьма, какой арест, о чем может идти речь. Ну, конечно, об этом поговорим еще чуть позже. Он будет строить какой-то новый мир. Четверка жезлов. Новый мир. Какой новый мир у нас может быть в ближайшее время? Цифровизация, да, друзья? Но мы об этом тоже с вами сегодня поподробнее поговорим. Ведут ли Павла Дурова масоны? Да, охраняют, ведут его, дали ему какую-то реликвию или дали ему что-то, что возвысило его на ранг выше, чем он был, вот именно с помощью этого ареста. Но он сейчас мимикрирует под людей для того, чтобы быть таким хорошим, быть народным человеком, как, знаете, как Нео из «Матрицы». Его даже часто сравнивают сейчас, да, с Киану Ривзом. Очень похож персонаж, даже по внешнему виду. Теперь поговорим о романе «Антиутопии» Оруэлла 1984 года. Подходим к самому главному, друзья. Где говорится о том, что через 40 лет, то есть в 2024 году, в мир придет цифровое угнетение и тотальный киберконтроль. Павел Дуров родился в 1984 году, и в этом году ему исполняется 40 лет. Действительно ли в планах в книге Оруэлла отражены реальные планы глобалистов? Давайте узнаем. Действительно ли в книге Оруэлла 1984 отражены, ну, конечно, реальные планы глобалистов на человечество? Карта Иерофанта, карта тайны, передача 2 ключей. Все начинается с передачи 2 ключей, 2 ключа, которые передал руководителю ФСБ Павел Дуров, якобы передал, да, это тайные знания, или прощение грешникам, отпущение их грехов. Действительно ли в книге Оруэлла отражены реальные планы глобалистов, да или нет? Да. То, что сейчас несет нам декларацию какую-то, да, нам сейчас декларируют с помощью Павла Дурова, что будет происходить в дальнейшем. И, собственно, в этой книге, в книге Оруэлла, есть декларация о том, что будет происходить в 2024 году. Да, там даже написано, что через 40 лет будет угнетение цифровизации, да, и это действительно так. Мы просто читаем и порой ничего не понимаем, друзья. Я не про всех, конечно, да, говорю. Павел Дуров, тот, кто будет помогать осуществлению этих планов. Павел Дуров, тот человек, кто будет помогать осуществлению планов глобалистов по цифровизации человечества, да или нет? Ну, ему больше делать нечего, да? 8 мечей, он запрограммирован, он упакован полностью, целиком полностью, его руки и ноги скованы, и он не может ничего с этим сделать, как бы он этого не хотел. Потом мы раскроем его основную личность, и именно его личность, да, не как Павла Дурова, а как обычного человека, который вполне возможно не хотел во все это ввязываться, но тем не менее сейчас делает так, как он делает, да, по наитию. 6 Пентаклей, ему что-то за это дают. Я не думаю, что денег, я думаю, что у него предостаточно, и всего у него вдоволь, и всего хватает. Тут дело не в деньгах, тут что-то ему дают.
за то, что он делает, за то, что он помогает глобалистам. Действительно ли Павел Дуров тот, кто будет помогать осуществлению планов глобалистов, да или нет? Аркан повешенный, который образует четверку. Четверку очень не любят китайцы, так как четверка обозначает смерть. Привнесет смерть или привнесет трансформацию в этот мир, да, повешенный, если вот так его перевернуть, да, можно увидеть четверку. Видите, я думаю, что хорошо, да, еще повешенный обозначает жертву, состояние виктивности в психологии. Жертва, когда ты не можешь ничего поделать, ты висишь просто, да, у тебя руки сзади скованы, ноги скованы, по восьмерке мечей тоже это можно увидеть, да, что ему ничего не остается делать, ему за это что-то дают, но смысла рыпаться и смысла с кем-то конфликтовать нет никакого. Пятерка жезлов. Пятерка жезлов еще может говорить о конфликте его разума и его чувств, о том, что он действует не по наитию, то скорее не по наитию, а потому как ему велели действовать, да, и он этого совершенно не хочет. Но тем не менее, да, по рыцарю жезлов, жезл это действие активное, без сопротивления, он будет действовать так, как ему сказали глобалисты, то есть он будет помогать в введении цифровизации в этот мир, в человечество, потому что он жертва обстоятельств. Так, следующий вопрос, друзья. Давайте про цели ареста немножко поговорим. Ареста в кавычках. Является ли арест Павла Дурова катализатором к осуществлению плана глобалистов по уничтожению всех государств и созданию единого мирового государства и единого мирового правительства? Если вы читали Замятина, то вы понимаете, о чем речь. Я еще очень рекомендую посмотреть «Дивергент». Про арест. Здесь как раз, да, про задержание, туз мечей. Задержание для того, чтобы люди объединились. Опять мимикрия под людей, подстраивание под людей, то есть выдают Павла Дурова не за того человека, каким он на самом деле является, чтобы люди полюбили этого человека или чтобы люди как можно более прониклись к этому человеку, да? Это является одним из планов. Является ли арест Павла Дурова катализатором к осуществлению плана глобалистов по уничтожению всех государств и созданию единого мирового правительства, да или нет? Да. Управление массами для того, чтобы люди не могли спокойно ходить, не могли спокойно что-то делать, чтобы были кибератаки, чтобы они не могли себя свободно чувствовать. Пока первый этап развития всей этой цифровизации начинается с подстраивания под людей. Девятка пентаклей, карта мимикрии, подстраивание, лжи, обмана, если хотите. Женщина здесь подстраивается под птицу, оперения такие же, как у птицы, да, вещает какие-то золотые горы, и девятка – это практически пройденный путь. Перед десяткой. Десятка – это уже переход в новое. Если бы вышла десятка, я бы вам сказала, что вот-вот уже это готовится, да? Но здесь есть какое-то определенное время, через которое, вполне возможно, конец 2024 года, да, осень 2024 года, что вполне может быть сбор урожая по девятке пентаклей. Вообще девятка пентаклей выражает сбор урожая, а это осень. Что-то должно случиться осенью. Так вот, здесь подстраивание под людей, задержание человека, который всем очень импонирует. И люди соединяются в определенные сообщества для того, чтобы якобы поддержать Павла Дурова. Ну, не якобы, а поддержать, да, потому что люди не все понимают, что происходит. Но, тем не менее, является ли арест Павла Дурова катализатором к осуществлению планов глобалистов по уничтожению всех государств и образованию единого мирового правительства? Да, для того, чтобы люди не могли ничего сделать. Девятый старший аркан отшельник. Не могу никуда идти. Не обладаю информацией, нет определенных каналов связи с людьми, то есть интернет полностью подчинен вот этой системе единой мировой, понимаете, да, как вот опять-таки в книге Замятина и в фильме «Дивергент». Рукотворное, руками, что-то подписывают руками, сами подписывают себе новое будущее, люди сами подписывают себе новое будущее, веря в то, что Павла Дурова на самом деле арестовали, понимаете, да? Это сейчас проверка человечества снова идет, уже в который раз причем. Является ли одной из целей через арест Дурова спровоцировать хакерские и кибератаки на финансовые и прочие государственные системы? Да или нет? Паж кубков. Да. Тройка мечей, карта предательства, да, предать людей, кибератаки. Давайте еще одну карту, да. Карта обмана, карта предательства, еще одна карта обмана, паж кубков. Сначала подстроиться под людей, а затем предать людей, да. Кибератаки и хакерские атаки, несомненно, будут. Является ли арест Дурова обрядом посвящения масонства на более высокую ступень? То есть Дурова посвящают в более высокую ступень масонства. Является ли арест Дурова обрядом посвящения масонства на более высокую ступень? Да или нет? Пауза и зачистка перед чем-то.
Пауза и зачистка перед основным посвящением. То есть это было не совсем обрядом посвящения, это была пауза и зачистка или чистка какой-то информации, или обряд глумления над человеком, над масоном, перед тем, как посвятить его в настоящие масоны и перед тем, как он предстанет этому миру как некий Машиах, друзья мои, да, как некий мессия. Здесь действительно некий обряд посвящения на более высокую ступень, на гораздо более высокую ступень, чем мы с вами думаем сейчас. Этот человек очень часто теперь будет мелькать в медийном пространстве. Я думаю, что вы понимаете, о чем речь. Как раз следующий вопрос. Готовит ли Павла Дурова к роли антихриста, которого изначально полюбят люди, но который приведет людей к цифровой тюрьме? Готовит ли Павла Дурова к роли антихриста, да или нет? 17-й старший аркан Надежда или 17-й старший аркан Звезда. Звезда, которую будут видеть все, звезда в пространстве, воздушного знака зодиака, король мечей, да, паж пентаклей, он уже не паж, потому что какую-то информацию вытащили из него, которая была им нужна, масонам я имею в виду, да, и от пажа он переходит к более высокой квалификации масонства. Карта звезда 17-го старшего аркана говорит о просвещении, просветлении человека. Это холодная карта, карта взаимодействия со структурами. Король мечей говорит о воздушном знаке зодиака или человеке из структур, о том, что он сотрудничает со структурами и переходит в совершенно новую квалификацию. 17-й старший аркан Звезда говорит о том, что он будет звезда, надежда, вера для людей, для народа. Но холодная карта и холодная карта рядом короля мечей говорит о том, что действительно он приведет людей к цифровой тюрьме. Действительно ли готовит Павла Дурова к роли антихриста? Действительно ли Павла Дурова готовит к роли антихриста, да или нет? Ну, конечно. 10-й старший аркан Колесо Фортуны, на дне у нас отшельник. Помните, я говорила вам, что отшельник – это определенная ступень, по которой проходят масоны, 33-я ступень масонства. Дальше, конечно, есть куда двигаться, но тем не менее эту ступень он уже прошел. 10-й старший аркан Колесо Фортуны – изменения в жизни, змея Уроборос, которая съела сама себя, замкнутое кольцо, колесо сансары, перерождение самого Павла. То есть Павел сейчас совершенно другой человек. После того, как он прошел определенный обряд посвящения, он больше не является пажом. Надежда на будущее у людей. Он прошел определенную квалификацию посвящения в масоны и является сейчас совершенно другим масоном по более высокой иерархии. Именно поэтому его никогда не посадят, именно поэтому его отпустили, и вполне возможно, что у него вообще есть двойники. Об этом мы тоже с вами сегодня узнаем. Друзья мои, следующий вопрос. Через интервью, которое Павел Дуров дал Такеру Карлсону, предупреждали ли элиты об аресте Павла Дурова, так как позади Павла Дурова был интересный сувенир в виде 2 стульев, что идет к тюремной загадке: на какой стул сядешь, на какой мать посадишь. Действительно ли через интервью у Такера Карлсона с Павлом Дуровым была отсылка от мировых элит к тому, что Павла Дурова скоро задержат, арестуют? Так это или не так? Да, действительно, карта Солнца, мировые элиты всегда предупреждают, всегда декларируют задержание человека, удерживание человека, охрана человека. Снова у нас попадает карта Мир, снова у нас Господь посередине и 4 агнца Божьего или 4 зверя. Эмоционально отреагируют люди для того, чтобы эмоционально отреагировали люди. Карта Солнца говорит о декларации элиты, о том, что действительно элита предупреждает всегда, если что-то случится, да, если что-то глобального масштаба случится, что будут обсуждать во всем мире. Карта Мира еще указывает нам на это, друзья. Есть ли двойники у Павла Дурова? Мы хотели об этом узнать в начале расклада. Есть ли двойники у Павла Дурова? Почему-то мне женщину и мужчину показывают. Не понимаю, почему здесь женщина и мужчина. Здесь либо может быть матричная женщина, которую на фотографиях подделывают под Павла Дурова. Вполне может быть такое, друзья мои. У нас сегодня нейросеть обладает высокими способностями, уникальными, я бы сказала, да. Королева кубков – некая женщина. Карта Солнца выражает женщину и мужчину. Здесь у нас тоже мужчина. 4 кубков – идентичность человека стирается. Человек совершенно не выглядит так, как он на самом деле выглядит. 2 кубков – это двое, которые договорились, мужчина и женщина, да. А карта дьявола – именно двоих ведут за веревочки. Тут у меня интересно, конечно, картина складывается, что двойники действительно есть, их двое, но одна из них женщина. Очень странно.
И женщина может быть вполне возможно на фотографиях, ее каким-то образом преобразовывают. Почему именно женщина, сказать вам не могу. Здесь выходит женщина практически везде. Женщина и мужчина, женщина и мужчина, женщина и мужчина, женщина и мужчина. Идентичность человека стирается, и стирается внешний облик человека. Человек предстает совсем другим человеком, каким он быть, собственно, не должен. Если двойники, естественно, это даже без вопросов. Действительно ли Павла Дурова арестовали 24 августа 2024 года во Франции? Действительно ли Павла Дурова арестовали 24 августа 2024 года во Франции? Да, действительно, он там был. Действительно был задержан, это правда. Был задержан, возможно, для каких-то определенных целей, масонских целей, опять-таки, да, это был обряд посвящения. Как мы уже с вами выяснили, карта справедливости говорит о задержании, а карта справедливости говорит о зале суда, зале заседания суда. Здесь как раз-таки, да, все точно, все в точку. Еще карта может говорить о каких-то юридических моментах и юридических документах. Здесь вот об этом речь. Да, действительно, он был в Париже сам 24 августа 2024 года и был задержан. Но действительно держали ли его где-то, арестовали ли его, держали ли его, допустим, в СИЗО во Франции? В чем я очень сомневаюсь. Задержали, но арестовали ли Павла Дурова и держали ли его в камере на самом деле? Держали ли Павла Дурова в камере во Франции? Да, действительно держали. Очень интересно. Ну, для того, чтобы вышло из него все то, что должно было выйти. Хочется сказать, для того, чтобы он перешел во что-то новое, лучшее для него. Ему что-то дают, его держат, его посвящают в определенный обряд, его держат в башне. Но карта отшельника – это удержание. Помните, я вам говорила про карту отшельника, что это обряд посвящения на 33-й ступень масонства. Это отшельник, это и был как раз обряд, то есть его арест – это определенный ритуал, определенный обряд. Для того, чтобы паж Пентаклей из него вышел, для того, чтобы он больше не был пажом, и для того, чтобы через какие-то определенные страдания, через какой-то определенный дискомфорт он по десятке перешел во что-то новое, чтобы ему что-то дали за это. Карта башни полностью трансформирует его реальность, крушение абсолютно всего того, что было, переворот абсолютно всей той жизни, которая у него был, и совершенно новый человек выходит из зала суда. Понимаете, да, о чем речь? И выпустили его не потому, что там он должен заплатить 5 миллионов евро, а выпустили его потому, что все, он прошел обряд посвящения, он совершенно другой человек. Его заново запрограммировали на какое-то другое событие, которое случится благодаря Павлу Дурову в этом мире. Друзья. Тогда давайте такой вопрос. Как связаны визит Владимира Владимировича Путина и Павла Дурова в Азербайджан одновременно? Связаны ли они вообще? Как связаны и связаны ли вообще визит Владимира Путина и Павла Дурова в Азербайджан? Кто-то кому-то что-то передал или чем-то обменялись. В любом случае они встречались так или иначе на каком-то вечере, на каком-то сообществе, на какой-то встрече, соединение в одной общине всех масонов, кто-то кому-то что-то передает. Кровь какая-то тут была, какой-то обряд, какой-то ритуал посвящения, который сокрыт от всех, от всех ненужных глаз. Какой-то дьявольский ритуал был, друзья мои. Да, они действительно встречались, да, они чем-то обменялись, либо договорились, встречались в какой-то общей компании, общая община, общий сбор масонов, что-то друг другу передают. То, что скрыто от людских глаз, присутствие крови. Какой-то ритуал с присутствием крови, друзья мои. Обмен чего-то, обмен кровью или выпить кровь друг друга. Здесь интересно на самом деле. Здесь можно копать и копать, но это уже все лучше делать на закрытом канале. Хорошо, а теперь рассмотрим человека, Павла Дурова, его личность, настоящую, которая скрывается за маской Дурова. То есть сам человек, который играет Павла Дурова. Характеристика личности человека, которого играет сам Павел Дуров. Человек, подстраиваемый под общество, обучаемый человек, два младших аркана, не имеет собственного мнения, самостоятельных решений не может принимать, друзья мои. Два младших аркана, помните, я говорила, что на древе Сефирот старшие арканы, и когда у нас на характеристику личности выпадают старшие арканы, тогда мы с вами проходим какие-то кармические задачи, имеем свое мнение, умеем
пользоваться какими-то благами, которые дарит нам эта жизнь, но здесь человек абсолютно подстраиваемый под общество, под систему, в которой он работает, за получение каких-то определенных благ. Человек по характеристике личности ведомый, манипулируемый кем-то, человек хорошо обучается, действительно хорошо подстраивается под систему, и шестерка пентаклей еще говорит о том, что он любит что-то дарить или что-то получать, то есть человек, который действительно любит что-то давать в дар, не жадный человек, да? Шестерка пентаклей нам говорит об этом. Тройка пентаклей еще говорит о содружестве с кем-то, то есть он любит работать коллегиально, не один, любит, когда его окружает толпа людей, пусть это будут зеваки, пусть это будут поклонники, которым нравится образ Павла Дурова, или пусть это будут те люди, с которыми он может сотрудничать. Вот такая характеристика личности, друзья. Но это младшие арканы, опять-таки, да? Сильные и слабые стороны человека, который играет Павла Дурова. Его сильные стороны и его слабые стороны. Умеет схитрить, умеет обмануть, умеет пройти, скажем так, по скользкой дорожке, и люди совершенно не поймут, что это сделал он, что он сделал какую-то пакость, понимаете? То есть он умеет манипулировать обществом, им умеет манипулировать система, он умеет манипулировать обществом. И сделать это так гладко и так, такое невинное лицо сделать, хорошая игра достаточно у него, да, что люди действительно не подумают, что это сделал он. То есть он очень хитрый товарищ, и это его сильная сторона, потому что для него сильной стороной действительно является хитрость, обман, ложь, манипуляции, но что он работает на систему. Его слабая сторона — семерка кубков, много иллюзий, фантазий, много всего себе сам наобещал в голове, но почему-то эти фантазии не всегда воплощаются в жизнь. Он думает, то, что ему достанется одно, достается совершенно другое. Это его, конечно, не всегда устраивает. Его слабая сторона — то, что он раб каких-то своих иллюзий. Иллюзия выбора его часто, да, смущает. Иллюзия выбора между партнерами вполне возможно, да, об этом мы сейчас еще поговорим. Мечты, фантазии, которым не суждено сбыться. Он постоянно об этом думает и постоянно разочаровывается в каких-то своих мечтах, потому что очень много планов, а действий ноль. Действует за него, он конкретно сам самостоятельно действовать не может, как вы уже поняли. Психопатические расстройства личности Павла Дурова. Человека, который играет Павла Дурова, давайте так. Какие есть психопатические расстройства личности? Отсутствие связи с внешним миром, шизотипические наклонности. Карта семерка мечей говорит о потенциальном лгуне, о том человеке, который постоянно врет, постоянно привирает, приукрашивает, фантазер, ты меня называла, да? Карта дьявола, карта аддикции, привязанности к чему-то, привязанности к месту, к определенному, к родителям, но это больше психологическое расстройство личности, да? Привязывается к чему-то, к любви, к своей первой, да? Постоянно живет какими-то воспоминаниями, это тоже плохо сказывается на его разуме, но тем не менее сейчас разум его несколько заблокирован, манипулируем системой, поэтому здесь мы можем говорить о том, что он привязан к системе, да, и никак не может стать самостоятельной личностью, самостоятельным человеком. Здесь вот об этом речь. Есть психологические расстройства, такие как аддикция, как я уже сказала, да, и лгун, тот человек, который постоянно врет, которых именуют патологическими лжецами, друзья. Ну и потеря связи с внешней реальностью, с этим миром, скорее всего, потому что все-таки он запрограммирован, да, и на нем лежит определенная программа. Сложно говорить именно о психопатических расстройствах личности, если у человека, не то чтобы не все дома, да, если человек человеком не является, каким он себя сам позиционирует, не является таким человеком. Как, например, очень многие из властимущих людей, которых мы все с вами знаем. Если вы были на моем закрытом канале, вы понимаете, о чем речь. Страхи. Чего боится больше всего человек, который играет Павла Дурова? Чего боится больше всего человек, который играет Павла Дурова? Кстати, вышли его сильные и слабые стороны. Пятерка мечей – это карта того, что его обманут, то, что не воплотятся в жизнь все его мечты и фантазии, которые он хочет привести в реальность, но тем не менее самостоятельно он привнести в реальность их не может, потому что им управляют. Он боится, что какие-то его мечты, планы рухнут и не сбудутся. Это, наверное, самые большие страхи, но здесь не вышли старшие арканы, друзья, сейчас еще посмотрим. Страхи, чего боится Павел Дуров на самом деле. Какого-то мужчину, король жезлов, огненного знака зодиака, целеустремленный, вспыльчивый, яркий, темпераментный, король знатного рода, знатного происхождения, либо на верхушке над Павлом стоит. Чего боится или кого боится больше всего Павел Дуров в этой жизни? Да, того, что не сбудутся его планы, мечты, крушение каких-то надежд, то, что он канет в лету, и то, что про него все забудут, и боится какого-то мужчину. Давайте посмотрим ориентацию. Если семья, быстренько, да, у нас уже эфир такой достаточно длинный.
Ориентация Павла Дурова. Буквально несколько вопросов, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-чат, он абсолютно бесплатный. Вы можете там общаться с подписчиками с моими, обсуждать темы для будущих раскладов. И вполне возможно, именно ваша тема станет будущим раскладом на канале Энергия Таро. Ориентация Павла Дурова. Такое ощущение, как будто он вообще дал обет безбрачия, да, и ощущение такое, как будто и секс ему не нужен, друзья мои. Здесь как обет чего-то, обет молчания, обет безбрачия. Не буду заниматься интимом ни с кем, ни с мужчинами, ни с женщинами, потому что у меня есть определенные обязательства перед высшим судом. Или вполне возможно его масоны обязали, или запрограммировали на то, чтобы он не тратил на это свою энергию, потому что очень много энергии у мужчины тратится именно на интимную близость с женщиной, или с мужчиной, уж извините, да, как есть, говорю. Тут такое ощущение, что работа, 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 и только потом девочки, да, первым делом самолеты, но девочки потом. Здесь вот, да, у меня на дне колоды выходит карта Луна, ощущение такое, что вообще не нужно ему этого, не потому что он такой от рождения, а потому что его так запрограммировали, поставили, загипнотизировали, называйте как хотите. Нет тут такого момента, что ему сейчас кто-то нужен, и, соответственно, семьи у него нет. Именно поэтому. Хорошо, а 100 эко-детей от Павла Дурова. Правда или вымысел? И для чего вообще эта информация есть в интернете? 100 эко-детей от Павла Дурова. То, что он сдавал свой биологический материал, да, и родились 100 детей от Павла Дурова. Гуляет эта информация. Правдивая ли эта информация или это вымысел? Действительно правдивая, да, императором является отцом 100 детей. Интересно, связано ли это со 100 детьми царя Соломона и намеком на то, что Дуров является Машахом? Связано ли это с этим? Информация для размышления, для того, чтобы запутать. Вполне возможно, что да, связано, но тем не менее информация для размышления, для того, чтобы спутать и запутать людей. Почему-то у меня здесь так выходит, да? Карта двойка мечей, карта какой дорогой пойдешь, девятка пентаклей, карта мимикрии опять, да, карта общества, карта тройка кубков, общество, для того, чтобы обмануть общество, для того, чтобы привести их в какой-то дисбаланс. Вот о чем здесь речь, да? Здесь вполне возможно, да, про 100 детей царя Соломона, но вполне возможно не 100 детей, конкретно у Павла Дурова, чуть меньше, да, но просто эту информацию вывезли в поле для того, чтобы людям дать какую-то пищу для размышления. Вот опять-таки для того, чтобы конспирологи поработали своим критическим мышлением, да, но тем не менее эта информация не до конца правдива. Да, дети действительно есть сдача биологического материала, действительно он является отцом определенного количества детей, но тем не менее эта информация дана людям для размышления, для того, чтобы десятка пентаклей снова что-то получил Павел Дуров и перешел во что-то новое, да, для того, чтобы замедлить какой-то процесс. Вот здесь интересно, друзья мои, это нужно раскрывать на самом деле, у нас времени уже очень мало, если вам интересен этот вопрос, мы зададим его на шот-видео, потому что здесь 100 эко-детей нет, на самом деле, такого количества. Здесь не совсем про детей царя Соломона, здесь информация для того, чтобы это было информационной жвачкой, для того, чтобы люди ее пережевывали, для того, чтобы Павел Дуров от этого что-то получал. А 3 детей Ирины Болгар. Это дети Павла, 3 детей Ирины Болгар, которые часто появляются в информационном пространстве сейчас. Это действительно дети Павла, да или нет? Это дети Ирины, это чьи-то чужие дети, или детей вообще не существует, это нейросеть. 3 детей Ирины Болгар. Это дети Павла, это дети Ирины Болгар, непонятно от какого мужчины, это ее дети. И вообще здесь карта Луна, непонятно с помощью чего были созданы и сделаны эти дети, да. Карта Луна может говорить о гибридах, о том, что женщина их родила, несомненно. Именно эта женщина, мы сейчас говорим про Ирину Болгар, да, воздушного знака зодиака или женщина, которая точно знает, чего она хочет и идет и стремится к своей цели. Карта Луна говорит о детях, которые родились необычным путем, либо дети из пробирки, действительно эко-дети, да, ну, то есть совокупления, прошу прощения, Павла и Ирины Болгар не было. Это чьи-то чужие дети. Я же говорю, дети какие-то странные, как гибриды, смешение чего-то с чем-то. Смешение голубых кровей с обычной кровью. Или детей вообще не существует. Дети сделаны каким-то путем определенным. Но это точно не смешение биологического материала Павла и этой женщины. Это какие-то другие дети. Хотя, возможно, биологический материал Павла там тоже присутствует, друзья. Но это больше похоже на гибридов. Такое ощущение, как на специальных роботов детей, которые были выращены в специальной пробирке. Да?
Ну, давайте теперь посмотрим будущее Павла. Это последний наш вопрос на сегодня. А то я думаю, что вы устали уже от расклада, потому что расклад достаточно долгий получился, длинный. Все хотелось охватить в этом раскладе. Будущее Павла Дурова на ближайший, давайте, конец 2024 года. Да? У нас сейчас 2024 год заканчивается, осень, зима у нас осталась. Будущее Павла Дурова на осень, зиму 2024 года. Будущее Павла Дурова. Осень-зима 2024 года. Рукопредставленный, рукопожатный, да, человек. Туз Пентаклей будет выше, возвышен кем-то по иерархии, да. Кто-то кому-то будет подчиняться, скорее всего, ему будут подчиняться, да, или его будут любить и обожать, его будут восхвалять и вводить в пьедестал. Пятерка жезлов, его будут отвоевывать каким-то образом или пытаться отвоевать, да. Будет много споров, будет много информации о нем в интернете. Туз Пентаклей – это необычный человек. Будущее Павла Дурова на осень-зиму 2024 года. Куда-то уедет или куда-то поедет, приедет куда-то. Карта медицины, карта умеренности, что-то со здоровьем. Или будет вброс в информацию, что что-то случилось со здоровьем, да. Карта умеренности еще может говорить о удержании где-то человека. Ну, опять-таки, это, конечно, театральная постановка, все, да. Куда-то уедет. Удержание человека где-то или о том, что что-то случится по медицинской части. И рукопредставленный, рукопожатный человек. Проблемы с властью, проблемы с законом, но это опять только в медийном пространстве. Борьба с законом и с властью. Ну, еще давайте одну карту вытянем. Будущее Павла Дурова на ближайшую осень-зиму 2024 год. Работа, много работы, выстраивание каких-то новых отношений с кем-то или выстраивание какого-то определенного нового пути. Борьба с властью, борьба с системой, ну, опять-таки в информационном поле, рукопожатный человек. Кто-то ему целует ручку или кто-то очень рад его видеть. Карта Иерофанта, передача двух ключей, помните, да? Карта человека, который вступает в какую-то новую должность. Или карта человека, которому идут на поклон. Или карта человека, которому все доверяют и идут к нему на поклон, понимаете? Друзья мои, задавайте вопросы, которые вам интересны по Павлу Дурову. Мы сделаем шорт-видео интересные, да, тоже на канале. Если вас интересуют какие-то другие темы, пожалуйста. Мне очень интересно знать всегда ваше мнение, что вы думаете об этом раскладе, что вы думаете о Павле Дурове. Давайте мы с вами поговорим немножко на эту тему. Это был расклад на канале Энергия Таро. Я вас очень люблю и до новых встреч.